Я вас вітаю щиро у своєму саду. Я Світлана, це мій садок, і я про нього розповідаю. Сьогодні злободневная тема, знакома, наверное, каждому, как я борюсь с сорняками. Расскажу, какими способами, чем мульчирую и как. А еще покажу самый злостный сорняк, который у меня есть, и с которым я боролась все 5 лет, пока мы тут строились, начинали посадки, постепенно все сходило на нет, но в этом году он активизировался. Расскажу, что я сделала, как и почему. Покажу, даже его специально вышла за периметр. Идемте, тема очень актуальная и полезная. А газон зеленеет, значит, я все сделала правильно. Первый способ, самый простой и, как оказалось, более-менее надежный, я мульчировала скошенной травой. Ну, вообще, первый-второй год я полола траву, конечно, вручную и присыпала скошенной травой. У нас тогда еще даже газонокосилки не было. Из-под триммера собирала граблями и раскладывала. Этот способ самый дешевый, самый простой и самый ненадежный. От него я почти отказалась. Единственное, в этом году немножко с розами у меня там замульчировано, но думаю, я уйду от этого. Почему? Потому что трава сыреет, идет какой-то грибок и такой, как сенная палочка. Это я хочу рассказать плюсы и минусы каждого из способов мульчирования. Так вот, мульчирование травой, как для меня в моем случае, мне подходит не очень. Я первое время даже в теплицах мульчировала травой. Трава растет, конечно, сорняки мало, но вот я вам сказала минус: прелая сырая трава, и даже в теплицах запах стоял сырой травы прела из-за того, что полив идет. И аналогично на клумбах. Почему? Потому что у нас трава просохнуть просто не успевает. У нас повышенная влажность вокруг леса, часто идут дожди, хорошо, что идут. И трава не вариант для нашего климата. Второй способ. Я даже не 3 способа расскажу, а больше. Так получилось. Второй способ, одела специально перчатку. Это мульчирование корой. Вот я приготовила. Кора мелкой фракции прямо на землю. Сейчас я вам покажу плюсы и минусы на вот этой клумбе. Подойдем ближе. Вот эта клумба у меня была замульчирована еще прошлой осенью. Кора тут довольно крупной фракции лежит, видите, и прямо на голую землю. Слой где-то сантиметра 3, наверное, и это мало, надо больше. В этом году я докупила вот такой коры и хочу ее вниз разложить, а сверху вот такую покрупнее. Вот эта вся клумба у меня сделана подобным образом, замульчирована под растениями, вокруг гортензий. Им это хорошо, сохраняет влагу, немножко подкисляет грунт. Это плюсы. И если толстым слоем насыпать, то это более-менее надолго. А какие же минусы? Минусы, что есть растения, под которые, ну вот это принцуэльский можжевельник. И вот видите, сквозь него все-таки прорастают бурьяны. Ну, убираются они довольно легко. Вот так вот приподнимается ветка, хотя они укореняются, эти ветки. Это уже и не поднимается. Подобным образом я себе начеренковала по всему саду этого принца Уэльского. То есть я хочу исправить немножко ситуацию. Вот так вот мелкой корой
И потом сверху более крупные фракции. Ну, это докупить, наверное, еще мешок надо. Или тут я уже сделаю так, шишками, как вариант. Перед этим у меня эта маленькая моя клумба была замульчирована хвойным опадом из леса. А вот еще остался вот этот хвойный опад. Вот так он выглядит, но он перегнивает очень быстро, быстрее, чем мелкая вот такая кора, намного быстрее. И мне приходилось раз или 2 или 3 за сезон обновлять, то есть слой иголок приходилось постоянно добавлять. Это улучшает, подкисляет почву, несомненно. Гортензии от этого растут в разы, наверное, легче, быстрее, потому что им, корням, не жарко, влага всегда сохраняется. Вот такие минусы небольшие, что вокруг растений некоторых, если слой маленький, все-таки прорастает трава. Ну, удалять ее довольно быстро и несложно. Почему этот способ тут я выбрала? Потому что у меня тут плотные посадки в местах, где растения у вас посажены. Ну, вот, допустим, под елкой все отлично. А тут Света то пион посадит, то лилии. Красивые такие лилии у меня тут расцвели. А не могу найти, что это за сорт. Утром ходила, искала. И если у вас клумба уже полностью сформирована, можно толстым-толстым слоем насыпать и забыть. Но если какие-то вы думаете цветы или небольшие кустики, то придется сильно разбирать кору, пересаживать толстым слоем. Не получится, не пробьются лилии или тюльпаны, которые вы посадите. В таком случае кору просто надо брать мелкую и не толстым слоем. И тогда луковичные, они пройдут через тонкий слой, они найдут себе дорогу к свету. Diamond Rouge розовеет. Сейчас покажу вам следующий способ, которым я мульчирую, и который тоже достаточно хорош и не так дорог. Но он лучше держит от прорастания травы. Про этот способ второй я вам рассказывала. Расцвела лилия Анастасия. Это мульчирование на картон. Коробки. А вот даже у меня, видите, коробка. Перед этим тут трава была. Ложится коробка и довольно толстым слоем насыпается кора мелкой фракции. Картон за год перегнивает от дождей, промокает и сгнивает. И получается, что трава не выросла, закрыл ее картон, а сверху замульчирована корой. Кору надо будет досыпать периодически. Иногда пробивается травка вот такая. Или в местах возле самых растений. Это уже минусы. Или там, где стык коробок. То есть, если не коробка на коробку, так внахлёст. Или, как я вам говорила, тонкий картон. Если картон тонкий, надо в 2 или в 3 слоя картон настилать. Чем хорош этот способ, что он как бы более экологичный, растениям не вредит, перегнивает картон и остается просто голая земля, без сорняков. Часто вы спрашиваете, что под картоном могут слизни или какие-то улитки. Могут, конечно, они там скапливаться, вредить нашим растениям. Но я замечала у себя не сильно. У меня там хосты попортили, улитки, наверное, или слизни.
Хосты сильно плотно посажены, под ними и трава не растет. Ну, вот такой изъян получается от того, что земля закрывается картоном. Но я считаю, это не сильно такой вред они наносят. Они же какую-то и пользу, наверное, эти животные, улитки и слизни, какую-то пользу приносят, я не знаю. Надо почитать эту информацию. Так, ну а сейчас покажу вам следующий способ, который я использую в своем саду. И этот способ немногими одобряется, но в моем случае он актуальный. Сейчас покажу. Пока будем идти в ту клумбу, где у меня замульчировано этим способом, следующим покажу вам, что совсем недавно я вот тут вот переделала мульчирование и закрыла, опять же, ну это уже не мелкая фракция, а средняя фракция коры вокруг лилий и вокруг гортензий крупнолистных. Кстати, про них, наверное, надо видео сделать. То лилиям это абсолютно не вредит, наоборот, сохраняет влагу в прикорневой зоне и эстетично, более ухоженно и красиво выглядит наша клумба. В просветах гортензии красиво видны. Так, фантом с каждым днем все больше и больше. А показать хотела вот на этой клумбе вам, чем и как я мульчирую. Как вы видите, на заднем плане забор. За забором у нас поле. Нету ни соседей, ни домов, и много участков и влево, и вправо. И тут я столкнулась с одной большущей проблемой. У нас за забором растут сорняки выше человеческого роста. Вадим Петрович периодически раз в 3 недели, ну можно и чаще, но у нас время просто не хватает от всех дел и забот, ходит и косит эту траву. Почему? Сейчас я вам покажу сорняк, который настолько злостный, что может, специально выходила за периметр, вот такенный сорняк. Вот это его семена, такие коробочки, из которых огромные такие, сейчас я вам покажу масштабы его, чтобы штатив уже не ставить. Это я сорвала один из маленьких. Вот такой он. Выше человеческого роста, с огромными вот такими листьями. Это его в простонародье называют ватник. Так вот, этот ватник – это двухлетнее растение, то есть если вы его скосите, оно и в этот год еще раз может прорасти, и на следующий, а потом только его дочерние побеги. Это я уже потом погуглила, почитала информацию, что это такое за бедствие. Очень толстый у него ствол. Но и это не главное. Видите, он на сломе какой. Очень быстро растет. В день по 5-7 сантиметров может вырастать. Ему ничего не надо, только солнце. Ему даже влага не нужна. Он и засушливая в такое лето легко пробивается, прорастает. Так вот, этот ватник, он сквозь бортик, спросите как, под ним бортик 30-40 сантиметров в землю заглублен, и он пробивается под ним и прорастает у меня вот именно в этой зоне, что граничит с участком, где ничего нет. Но скажу вам больше, этот сорняк рос у нас по всему участку. Я когда приехала, мы смотрели, как-то я на это не обратила внимания. Когда участок покупали, ромашки везде цвели хорошо. Он активизируется, подрастает уже в июле. В июне он почти не виден среди низкой травы. А потом такой лес густой его поднимается. Что я делала? Ну, я, конечно, вручную его пыталась. Первый, второй год. Потом триммером косила. Магнолия уже распускается.
у нее вот эти лепестки светлые, а центральный темный. Потом косили гербицидами. Не знаю, я не пробовала его уничтожать, потому что я уже начала садить всякие растения, и я боялась, что попадет куда-то. Так вот, в этом году я приняла решение, что со стороны вот этого забора всю зону я закрою агроволокном. Черным агроволокном. Я его где-то принесла тут. Вот оно. Вот таким плотностью 60. Вот такое оно. Простелила все. Видно, вон там и на забор даже такой нахлест сделала. Но этот ватник, он вот в эту щель между забором и землей может пробиться. Еще он под землей может расстояние в десятки метров проходить. То есть корень под землей пускает стрелку, и он может вырасти где-то вон там. Иногда у меня маленькие, но я их уже в лицо знаю, я их убираю. Значит, в моем случае этот вариант был просто крайне необходим. Если вы решите бороться с сорняками подобным образом, учтите, что сильно плотное, чересчур агроволокно не берите, потому что для растений это будет плохо. Земля не дышит. 40, 50, 60. Ватник не пробивает. Пробивал у меня какой-то сорняк пырей. Вот пырей, у него остренькие, тоненькие эти листики. Вот он на 2-3 год может пробить это агроволокно, и то потому, что агроволокно просто под воздействием погодных условий такое истончается, и его легче пробить. Вот такой вынужденный у меня тут получился такой момент, способ мульчирования на агроволокно. Чем он хорош? Тем, что ничего не растет, засыпал корой, добавляя все. Но у меня вот тут только месяц лежит это агроволокно. Хочу сказать, работы уменьшилось. Вот в этой клумбе у меня ничего нет на голую землю. Тут хвойный опад был, перегнивал. И корой я насыпала, но тут довольно много этой коры такие. И там, где ближе к растениям, видите, иногда травка пробивается. Ну или прямо в приствольном круге у гортензий, у крупнолистных может пробиться трава. Но она очень легко выдергивается, потому что корни среди мульчированной коры, им сложно, понимаете, этой травинке сложно пробраться через такой слой. И она очень легко там держится. Ее вот так вот дернул, хотела вам показать. Ну вот возле сильберлок пихта, вот травинка, допустим, она очень легко удаляется. Единственное, если это пырей, и у него остался корень, он опять же пустит стрелку, и будет проблема. Но постепенно с сорняками я на участке уже на стадии завершения борьбы. То есть очень много времени я не трачу на прополку, в разы меньше, чем в прошлые года. Единственное, круглый розовый круг, там агроволокно я не хочу использовать, но зарастает прямо в середине куста роза. Ну вот я лаванду посадила, это немного спасает, посмотрим. Вот такие нехитрые способы. На одной из клумб я мульчировала комбинированно, то есть я понад забором ложила агроволокно, вон там в той зоне, а ближе, где крупная и плотная посадка каких-то растений, я использовала картон или вообще ничего. Вот тут вот видите, в этой зоне, где лилии чудесные. Кстати, это вторая волна. Первую я обрезала. Это второй сорт лилии, которые будут тоже огромные и подниматься. Вот тут вот у меня ничего нету.
просто в голую землю посажены, все потому вот легко убираться этот сорняк прямо легким движением руки. Тут у меня и лилии, и крокусы, и тюльпаны, и поэтому, ну, мне тут не получится взять, закрыть и забыть. Даже картон тут я не буду ложить, потому что вот это пырей у него. Корень, конечно, идет. Так, куда его и выбросить? Дорожек везде наделала. Положу тут, где трава, газон косить надо. Вот что я вам хотела сказать сегодня про мульчирование. Про злостные свои сорняки, с которыми я борюсь. И надо сказать, что моя борьба возымела действие. Смотрите, у елочки явился цверк. Пошли вторые приросты молодые. Такие. А в прошлом году не было. И она такая вся в молодых приростах. Надеюсь, мой опыт кому-то поможет. Может быть, вы узнаете свои сорняки кто-то и как с ними бороться. Делитесь в комментариях. Пишите свой опыт борьбы и свои методы. Может, у кого-то есть еще какой-то интересный метод борьбы. Ну, а я на этом хочу попрощаться с вами. Пойду работать по саду. Буду, наверное, пропалывать сегодня розы от сорняков. Побрызгала их, обработала. Все, теперь запускаются они на второе цветение. А я пошла за ними ухаживать. Очень красивые лилии. Буду благодарна лайку, подписке, если вы еще не подписаны. До встречи. Небо сегодня красивое. Оно тут всегда такое красивое, потому что его много. Много голубого неба. До встречи.